Среди разнообразия садовых растений есть совершенно неприхотливые и вместе с тем невероятно красивые культуры, с которыми вполне справятся не только начинающие цветоводы, но даже дети. Сегодняшнее видео о растениях, с которыми у вас точно никогда не будет проблем и хлопот. А самое главное, что их необычный и яркий вид всегда привлекает к себе восторженные взгляды. Где бы они ни присутствовали, на центральной клумбе или в удаленном уголке сада, в контейнере или просто в срезанном виде в букете, будьте уверены, что их красочные праздничные соцветия поднимут настроение любому, даже в самую пасмурную погоду. Тем более, что цветет эта декоративная культура все лето и до самых холодов. А называется это яркое чудо целозия. Многие садоводы во всем мире уже знакомы с ее распространенными декоративными видами, среди которых немало достойных сортов с самыми разнообразными по форме и окраске соцветиями. Сегодня я хочу рассказать о наиболее редких и декоративных ее представителях. Друзья, если вы уже выращивали это интересное яркое растение, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Это диковинные растения относятся к обширному семейству амарантовые. Кстати, слово амарантус в переводе с греческого означает неувядаемый. Целозия спокойно растет даже на самом открытом солнце, причем без своевременного полива. Она очень засухоустойчивая и не нуждается в особом составе и питательности почвы. Скорее наоборот, грунт для этих растений должен быть хорошо дренированным и без внесения свежей органики. Но несмотря на всю свою простоту и непритязательность в уходе, эти растения из года в год не перестают поражать буйством красок и разнообразием форм своих бесподобных соцветий. Например, у целозии гребенчатой невероятно эффектные, бархатистые цветы, которые ни с какими другими не спутать. Их внешний вид похож на яркий петушиный гребень, за что, собственно, этот вид и получил свое название – петушиный гребешок. Есть многочисленные яркие сорта с желтой, оранжевой, розовой, пурпурной и алой окраской. Многие из них зацветают уже в июне и радуют своей красотой до глубокой осени. Листва может быть как зеленой, так и пурпурной, и даже с бронзовыми оттенками. В садах средней полосы целозия не зимует, но вырастить ее посевом семян совершенно несложно. Для этого соцветия срезают осенью и оставляют до полного высыхания. Затем вытрушивают над бумагой. Посев производят в марте-апреле в отдельные стаканчики с рыхлой и слегка влажной почвой. Перед посевом семена замачивают на пару часов в растворе эпина или гумата калия. В одну емкость высевают по 2-3 семени. Поступают так, чтобы рассаду впоследствии не пикировать, так как целозия плохо переносит пересадку. При температуре плюс 17-20 градусов семена прорастают в течение 7 дней. Сеянцам необходимо создать хорошее освещение и очень умеренный полив. Целозия не любит переувлажнения. В сад растения пересаживают, когда минует угроза возвратных весенних заморозков. Для посадки этой культуры выбирайте самые солнечные участки. В сырых и затененных местах соцветия будут скудными, а сами кустики могут подвергаться поражению грибковых инфекций. Переувлажнение почвы не для этой южной красавицы. В грунт для рыхлости стоит добавить песок. Интересно, что из семян гребешков добывают ценное масло, которое используют в лечебных целях. Целозия – это отличное растение для создания ярких, малоуходных клумб и эффектных бордюров. Она красива, как оригинальная горшечная культура, а также как необычный диковинный цветок на срез. Кстати, неувядаемая целозия – отличный вариант для составления зимних букетов. Из нее получаются яркие композиции сухоцветов. Еще один невероятно красивый и совершенно неприхотливый вид – это целозия колосковая или по-другому хатана. Она цветет колосовидными или кистевидными соцветиями, за что и получила свое название.
Целозия хаттона вырастает в высоту около 60-80 см и даже более 1 метра. Но есть и низкорослые сорта, которые не выше 20 см. Эти растения можно выращивать как многолетнюю комнатную культуру. Ее кустики сильно ветвящиеся, с узкой листвой и яркими пушистыми цветами. Они могут быть всевозможных окрасок. Невероятно красивая целозия колосковая с коралловыми соцветиями. Наиболее декоративными считаются сорта Pink Flamingo, Flamingo Feather и Flamingo Purple. У сорта розовый фламинго кустики около 60 см с очень яркими розовыми многочисленными метелками, которые декоративны весь сезон. Эти растения также подходят на срез и для составления сухих зимних букетов. У сорта перо фламинго с серебристым отливом сиреневые цветы. Высота растений до 1 метра. Зацветает этот сорт одним из первых. Целозия пурпурный фламинго с более темными соцветиями. Но все эти растения по-своему хороши. И поверьте, равных им на клумбе уж точно не будет. Все, что им потребуется, это много солнца и лишь редкий полив в период засухи. Кстати, в теплых садах эти цветы можно высевать сразу в открытый грунт, прикрыв место посадки тонким белым агроволокном. В средней полосе тоже можно не выращивать рассаду, однако такие растения цвести начнут позже. Целозия обычно зацветает на 50-60 день от посева семян. Такие цветы будут красиво сочетаться со многими растениями и даже сами по себе, например, высаженные в контейнеры. Целозия – это очень несложная и высокодекоративная культура, поэтому стоит обратить на нее свое внимание. Чтобы любоваться ее ярким праздничным цветением весь теплый сезон, вплоть до прихода октябрьских заморозков, вам не потребуется тратить свои силы и время на уход. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.